С октября 17 по май 18 всего 8 месяцев. Кажется, совсем немного, правда? Но за этот короткий срок Россия прошла ту самую точку невозврата. Шанс на какое-то мирное, компромиссное будущее был упущен, и огромная страна погрузилась в один из самых страшных и кровопролитных конфликтов в своей истории. Как же так вышло? Давайте разбираться. Итак, вот он, наш главный вопрос. Как вообще возможно, чтобы страна всего за 240 дней прошла путь от политического кризиса, пусть и острова, до тотальной братоубийственной войны? Какие именно события стали теми самыми шагами в пропасть? Это своего рода историческая загадка, которую мы и попробуем сегодня разгадать. И для начала очень важно понять одну вещь. Большевики не пришли к власти в какую-то стабильную процветающую страну. К осени 1917 года Россия уже, по сути, была на грани полного коллапса. Ее раздирали глубочайшие внутренние противоречия. У этого кризиса было, так сказать, два слоя. С одной стороны, застарелые хронические болезни, которые копились десятилетиями. Крестьяне, так и не получившие землю, дикая классовая ненависть, слабая, неэффективная центральная власть. А с другой — то, что стало последней каплей. Катастрофическая Первая мировая война, полная беспомощность Временного правительства и, как итог, голод, разруха и просто всеобщее озлобление. Страна была похожа на пороховую бочку, нужен был лишь фитиль. И вот в этой раскаленной атмосфере происходит первое ключевое событие. Большевики берут власть. И именно в этот момент чисто политическая борьба начинает стремительно превращаться в вооруженное противостояние. В столице, в Петрограде, все прошло на удивление быстро и, можно сказать, организованно. Военный революционный комитет, которым руководил Троцкий, за считанные часы взял под контроль все ключевые точки – вокзалы, мосты, телеграф. Ну а штурм Зимнего и арест Временного правительства стали таким финальным аккордом. Но эта легкость была очень обманчива. Есть такой популярный миф о бескровной революции. Так вот, это именно миф. Да, в Петрограде обошлось почти без жертв. Но в Москве в это же время развернулись самые настоящие, ожесточенные уличные бои, которые унесли сотни жизней. То есть раскол общества с самого первого дня был кровавым. С самого начала нашлись те, кто был готов с оружием в руках защищать новую власть, и те, кто был готов с оружием в руках ей противостоять. Следующая точка невозврата — это судьба Учредительного собрания. По сути, это был последний реальный шанс создать в стране демократическое многопартийное правительство и как-то избежать большой войны. И вот тут-то и была вся загвоздка. Смотрите, большевики, которые уже сидели в правительстве, на этих выборах получили всего лишь четверть голосов, а большинство взяли эсеры, то есть социалисты-революционеры, партия, которую поддерживало крестьянство. Что это означало? А то, что у правительства Ленина не было демократической легитимности, не было мандата от народа, и это была огромная проблема. И вот как эту проблему решили. События развивались молниеносно. Утром 5 января в Петрограде расстреляли мирную демонстрацию в поддержку собрания. Днем, когда депутаты отказались слепо утверждать декреты большевиков, те просто встали и ушли. А под утро охрана просто силой прекратила заседание. Вечером того же дня вышел декрет о роспуске. Все. За 1 сутки с демократией было покончено. А символом всего этого стала вот эта простая будничная фраза, которую бросил матрос Железняков депутатам: «Караул устал». Просто вдумайтесь. Никаких сложных юридических формулировок, никаких отсылок к воле народа. Простое и понятное объяснение, почему высший законодательный орган страны, избранный всем народом, должен разойтись. Это было предельно ясное заявление. Отныне право определяет не закон, а винтовка. Хорошо, с политическими оппонентами внутри страны, казалось бы, разобрались. Но оставалась внешняя угроза. Продолжалась война с Германией. И Ленин принял решение заключить мир любой, абсолютно любой ценой, просто чтобы спасти свою власть. Это решение стало следующей роковой точкой. Речь идет о знаменитом Брестском мире. Это был сепаратный, то есть отдельный от союзников, договор с Германией, который выводил Россию из Первой мировой. Сам Ленин, не стесняясь, называл этот мир похабным. Но он настаивал, что это жизненно необходимо, нужна передышка. Хотя даже в его собственной партии многие были категорически против, призывали к революционной войне. Но Ленин в итоге продавил свое решение. А вот и цена этой передышки. Просто на секунду представьте себе эту цифру. 56 миллионов человек.
Столько людей Россия потеряла по условиям этого договора. Это была треть всего населения бывшей империи. И это не просто цифра. За ними огромные важнейшие территории. Вся Украина, Польша, Прибалтика, Финляндия. Были потеряны ключевые промышленные центры, плодороднейшие земли. Армия и флот подлежали полной демобилизации. Это было национальное унижение колоссального масштаба. Так что же, мир принес в Россию мир? Как бы не так. Для огромной части русского офицерства это стало последней каплей, прямым предательством. Даже вчерашние союзники большевиков, левые эсеры, в знак протеста вышли из правительства. Ну а бывшие союзники по Антанте, то есть Англия и Франция, восприняли это как враждебный акт и резко усилили поддержку всем антибольшевистским силам. Так что мир, который должен был спасти власть, на деле лишь подлил масло в огонь будущей гражданской войны. Затишье на внешних фронтах, однако, лишь обострило внутренние проблемы. Внутри самой страны разгорался новый, не менее жестокий конфликт. Это была война за хлеб. Логика здесь была простой и жестокой. Города голодали, потому что основные хлебные регионы, та же Украина, были потеряны. И в мае 18 года большевики объявляют продовольственную диктатуру. Что это значит? А то, что в деревне отправляются вооруженные отряды, продотряды и силой забирают так называемые излишки зерна. А чтобы было легче, на местах создают комбеды, комитеты бедноты. Фактически это была попытка разжечь войну внутри самой деревни, натравить бедных на зажиточных. Результат был абсолютно предсказуем. Против советской власти поднялась самая многочисленная часть населения России – крестьянство. Конфликт «город против деревни» стал еще одним фронтом разгоравшейся гражданской войны. Именно тогда зародилось и так называемое «зеленое движение», третья сила в этой войне. Итак, к весне 1918 года все эти политические, социальные, экономические конфликты окончательно кристаллизовались. Страна раскололась на два непримиримых лагеря, и теперь у каждого из них была своя армия. С одной стороны, Красная армия. Ее создали декретом в январе, а ее организатором стал Троцкий. Он пошел на очень смелый шаг, привлек военспецов, то есть бывших царских офицеров, но поставил их под жесткий контроль политических комиссаров. А с другой стороны, добровольческая армия, ядро будущего белого движения. Она начала формироваться на Дону еще в ноябре 17-го под командованием легендарных генералов Корнилова и Деникина. И она уже успела пройти через свое первое страшное испытание – ледяной поход. Так что к маю 1918 года картина сложилась окончательно. Демократический путь закрыт. Унизительный мир расколол элиты и армию. Деревня поднялась против города. И самое главное, теперь были две полноценные организованные армии, готовые уничтожать друг друга. Все мосты были сожжены. Точка невозврата была окончательно пройдена. И в итоге это оставляет нас с главным, наверное, вопросом. Была ли эта страшная война чьим-то сознательным выбором, результатом злой или доброй воли? Или же вся эта цепь событий, которую мы проследили, от разгона учредительного собрания до войны за хлеб, сделала ее трагической, но абсолютно неотвратимой закономерностью? Споры об этом не утихают до сих пор.